Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я буду сажать баклажаны. С этим растением не каждому удается подружиться. Если упустить из вида некоторые нюансы, то на урожай можно вообще не надеяться. Но вы уже после просмотра этого видео будете знать все секреты посева баклажанов. Ведь главное в выращивании этого растения – это понять и принять его своеобразный характер. Итак, первый этап посева – замачивание семян. Берем семена и помещаем в теплую талую воду на 12 часов. Это я делаю для того, чтобы равномерно набухли твердые оболочки всех семян. Но если семена пролежат в воде более 12 часов, то они могут задохнуться. Не допускайте этого. Этап второй. Проращивание семян. Через 12 часов после начала замачивания помещаю набухшие семена на влажное бумажное полотенце, закрываю их в пакетике застежкой и помещаю на проращивание в книгу. Наша задача – обеспечить семенам стабильную температуру в 26-28 градусов. Этого можно добиться с помощью регулировки батареи отопления и толщины книги. Обязательно используйте термометр. При температуре 26-28 градусов семена таких гибридов, как Рома F1, проклюнутся на 3-4 день. Или положите семена на книгу, но обязательно их укройте чем-нибудь сверху от холодного воздуха, который поступает от окна. Периодически проверяйте показатели термометра. Замачивание и проращивание семян гарантируют скорые и дружные всходы. Третий этап. Подбор емкости для посадки семян. Баклажаны более требовательны к объему горшка и питанию, чем даже перцы. Для посева баклажанов я использую горшочки с объемом не менее 0,8 литра. Обязательно горшочки должны иметь отверстие для стока воды. Если до высадки на постоянное место у вас есть возможность пересадить растения в емкости от 5 до 10 литров, то они хорошо отзовутся на это и вырастут значительно крупнее и мощнее. Четвертый этап. Выбор грунта. Баклажаны любят почву, богатую органическими веществами, которая не уплотняется после полива и легко пропускает воздух и воду. При выборе почвы следует обращать внимание в первую очередь на ее кислотность. Кислотность почвы влияет на усвоение растениями питательных веществ. Если вы не можете самостоятельно приготовить грунт нужной кислотности и не имеете возможности измерить ее уровень, то есть уровень pH, то лучше купить готовый грунт в магазине. На пакетике с грунтом всегда указан уровень pH.
Для баклажана я готовлю грунт кислотностью от 6,5 до 7 единиц. Подходящий по кислотности грунт – это еще один из секретов хорошего урожая. Этап 5. Посев семян. Переходим к посеву. Баклажаны требуют регулярного увлажнения, но при застое воды в почве могут погибнуть, поэтому на дно емкостей насыпаю слой дренажа, например, керамзита. Грунт перед посадкой должен быть прогрет до 25-28 градусов. Горшочки наполняю грунтом до уровня 2 см от верха и хорошо проливаю его. Увлажняю грунт талой или дождевой водой, подогретой до тех же 25-28 градусов. Я предпочитаю использовать дождевую или талую воду, так как она насыщена кислородом, мягкая и не хлорированная. Ведь даже небольшой дождик дает больше пользы, чем ежедневный полив водой из других источников. Растения как за уши тянут после дождя, а водопроводная вода содержит соли кальция, магния, хлор и тому подобные элементы, которые отрицательно влияют на растения. Так, высокое содержание солей кальция в воде приводит к нарушениям поглощения растениями из почвы важнейших элементов питания – фосфора, железа, марганца, алюминия, бора и других, которые переходят в соединения, недоступные для растения. Далее пророщенные семена укладываю на грунт. Я помещаю 3 семечка в один горшочек. В дальнейшем оставляю 1-2 растения, а самые слабые срезаю. Ни в коем случае не выдергивайте слабые растения, а срезайте ножницами, иначе можете повредить корни оставшихся растений. Семена присыпаю почти сухой почвой, слоем 1 см, и слегка утрамбовываю, чтобы росток появился на поверхности уже без семенной шапочки. Накрываю горшочки пленкой, я люблю использовать бахилы, и ставлю в темное теплое место. Идеальная температура в этот период от 25 до 28 градусов. Всходы появятся в течение 3-10 суток, это зависит от сорта баклажанов. Как только появятся ростки, пленку нужно снять и понизить температуру воздуха в первую неделю днем до плюс 18 градусов, ночью до плюс 13 градусов. Через неделю температуру днем снова нужно повысить до 25-28 градусов, а ночью оставить плюс 13 градусов. Такое изменение дневной и ночной температуры благоприятно для развития корневой системы и делает растения выносливыми и закаленными. Если задумаете проветрить помещение, заранее уберите с подоконника горшки с рассадой в укромное место. О подсветке, поливе и уходе за рассадой баклажанов смотрите в моем следующем видео. Пока, друзья!